نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت. Итак, сегодня 1 мая 23 года. Я покидаю Капан, Южная Армения, и планирую ехать дальше, до Мигри. Мигри, Агарак, самая граница с Ираном. Планирую пересечь и сегодня оказаться как минимум в Джульфе, а в идеале бы даже в Тибризе. Как пойдет, не знаю, но посмотрим, будем надеяться. Приехал в город Мигри, довез меня классный дядечка, сейчас от Капана. Здесь уже довольно жарко, потрясающие пейзажи, вот такие там горы вдалеке. И сейчас поем, наверное, здесь, и буду либо стопить, либо посмотрю, может какие-то маршрутки ходят до Агарака. Самый-самый, все, конец Армении, переход иранской границы. Поехали! Приехал вот сейчас из Мигри на такси на армяно-иранскую границу. Сделал маленькую глупость, купил коньяка, в Мигри, буквально 0,5, подумал, господи, последний коньяк там, а дальше нельзя, все, табу. Ну и, в общем, теперь не знаю, что с ней делать, потому что сейчас надо будет проходить таможню, а туда-то возить это нельзя, там может депортацию получить вообще за это. Короче, не знаю, что сейчас буду делать. Вот тут такие красивые виды потрясающие, горы, все, красота, таможня. В общем, надо либо сейчас выпить и пьяным туда пойти, но это, тоже такое, наверное, нехорошо, либо выпросить коньяк. Ребята, вот я и прошел наконец-то армяно-иранскую границу. Господи, наконец-то я в Иране. Это вообще что-то страшное, что происходит. Я так долго сюда хотел. Это, по-моему, мечта, последних лет 4 уже, я не знаю. Что-то там все не получалось. То коронавирус, то, я не знаю, там какие-то еще проблемы с визами, то сложно получить, то там, одно, другое, пятое. В общем, все. Иран, едем в Джульфу. Сейчас меня прямо на границе поймал таксист. Сейчас я вот сниму дорогу. Классная дорога. Вот мы едем. Это уже Иран, а вот это еще Армения. На той стороне реки Аракс, Армения. Вот ее замечательные горы. А вот это уже дорога на Джульфу, Иран. Добрый день, по-русски. Вот таксист говорит по-русски. Он знает туркиш, знает фарси, знает армян и даже немного русский язык знает. Вот прекрасно мчимся. Говорит примерно час езды и будем в Джульфе, а оттуда Табриз. Таксисты гоняют жестко и получается что-то жутко. В Джульфу я прибыл уже вечером, где ночевать не представлял. Погода резко портилась, еще гроза началась. Какая-то женщина в кафе помогла мне найти дешевый отель в центре. Он, конечно, был суров, но все для жизни там в принципе было.
Вот такой номерок небольшой. Тут есть две кровати. Вот на одной развалился я, на другой тоже я развалюсь. То есть этот номер, как мне вроде доходчиво объяснили, все-таки мой персонально. Он небольшой, тут стоит вот такая вот иранская буржуйка, уходящая куда-то за стену. Вот такая вот дубовая вентиляция. Даже телевизор есть, по которому кажет иранское ТВ. В данный момент реклама. Ну и вот такой вот номерочек стоит $4 в городе Джульфе. В принципе, неплохо. Мне здесь переночевать одну ночь. И завтра ехать в Тебриз. Посмотрим, как все пойдет. Решил поесть в Джульфе. В общем, зашел в какую-то забегаловку, меня тут подвезли, показали, где найти кебаб. В общем, порции здесь достойные. Вот огромная просто порция риса с маслом. Я не знаю, мне кажется, это съем, я помру. Вот такой вот кусок мяса, кебаб, лук, суп уже съел, кола. Отличная вообще. Ну как, не отличается, в общем-то. Опа! Добрый вечер. Меня гложет центральный вопрос. Сколько это будет стоить? Посмотрим. 270 рублей. Вот сейчас пришел на рынок в Джульфу, значит, и проверил, насколько я уже в цифрах разбираюсь. Вот, кажется, в принципе, можно понимать, что вот здесь у нас 3, то есть 30 тысяч реалов, соответственно, примерно 48 рублей. Это то же самое, это, видимо, 25, то есть, ну, где-то 40 рублей. Ну, в принципе, за такую шоколадку довольно недорого. Вот сейчас нашел кофе все-таки, 25 тысяч тоже, то есть рублей 40, надо посчитать, ну, дабл эспрессо отличный. В общем, нормально. Продолжаю гулять по рынку в Джульфе. Сейчас только что сходил в обменник, поменял $100. И за это мне дали, по крайней мере, на сегодняшний день, начало мая, 53,5 миллионов реалов. Или, что то же самое, 535 тысяч туманов, что в 10 раз меньше. Соответственно, вот сейчас хожу по рынку, изучаю ассортимент. Вот такой охотничий магазинчик. В принципе, есть тут горелки, что для туризма, вещи, часики. А цены непонятны, надо, видимо, спрашивать. Куча всякой, тысячи мелочей, бижутерии, одежды. В общем, много всего. Сегодня, кстати, довольно тепло. Вчера была гроза, холодно, я ходил в куртке. Сегодня хожу в майке и чувствую, что сгораю. Вот такие дела. Так выглядит вход на Руша базар. Джульфийский рынок. Вот зашел на вокзал Джульфа. Тут есть железнодорожная станция. Вот такие тут плакатики прекрасные. Вот поезд на путях стоит. И куда-то он сегодня поедет. Возможно, даже в Тебриз. Вообще, я вчера сюда заходил, вечером спрашивал. Мне сказали, что есть один поезд в 6 часов вечера на Тебриз. Но, честно говоря, ждать его до 6 вечера я не очень хочу. Поэтому, наверное, буду стопить все-таки. А вообще, по поводу железной дороги, это интересная тема, потому что, насколько я смотрел, Джульфа в советские еще годы была очень важным таким пунктом, поскольку есть Джульфа иранская, есть Джульфа азербайджанская. Тут есть какой-то знаменитый мост, построенный еще в советские годы, который обеспечивал, по сути, всю продукцию, идущую как раз из Ирана в Советский Союз. То есть вот все, что шло из Персии, далее в Советский Союз и в Европу, это шло через Джульфу, туда далее в Джульфу азербайджанскую, соответственно, советскую, и далее уже по Советскому Союзу, по Европе. Так что, в принципе, место, где я сейчас нахожусь, оно стратегически важное. Сейчас не знаю, но тогда точно. Но поездом мы не поедем.
так, все основные дела в Джульфе сделаны. Деньги поменял, $100 отдал, получил 2 огромных котлетоса денег и еще котлетос больших денег, а всего 53,5 миллиона реалов, или 535 тысяч туманов, что то же самое. Поел, кстати, снова того же самого, в том же месте, наелся как черт. И сейчас иду, собственно, дорогу из Джульфа, которая ведет, судя по картам, в Тебриз. Будем пробовать иранский автостоп, бессмысленный и беспощадный. Мост. Не понадобилось мне автостоп пробовать. Просто шел по Джульфе, увидел ребят, пьют чай. Ну, как бы решил спросить, как у них там вообще по-персидски будет, что нет денег. Но на случай, если автостопщику будет, ну, как бы водителю буду говорить, что нет денег. Вот, они такие: о, чё, куда едешь там? Я такой: ну, вот Табриз. Они такие: о, так мы в Табриз, мол, типа, сейчас поехали. Ну, я такой: круто. В общем, пока автостоп не понадобился, пока понадобился язык. И он доведет меня сегодня, ну, не до Киева, а до Табриза. Будем надеяться, что все будет хорошо. И едем. Турок довез меня до края Табриза, там стоял аэропорт рядом, высадил, ну, видимо, ему дальше не надо было. Там я нашел кофейню, кстати, довольно-таки какую-то московскую, ну, по духу, то есть там такое все хипстерское немножко. Чуваки, но это хорошо, потому что они говорили по-английски более-менее. Мы с ними объяснились. Заказали мне ребята через приложение такси. Еду в центр Табриза и там буду искать отель. В Табризе, наверное, на денек или на 2 останусь, посмотрим. Знаменитые табризские светофоры. Красный сменяется на красный и потом переключается на красный. То есть как бы запрещение на стоп и на отказ. То есть нельзя на не хочу и не буду. Короче, все плохо. Запрещаю. Запрещаю, запрещать. Окей. Я остановился в отеле Дарья. В Тебризе вместо запланированных 2 я в итоге провел все 5 дней. Много гулял по городу, снимал, удивлялся тому, как все совсем по-другому у иранцев. А с другой стороны, в основе очень похоже. И тот же коллективный Запад, как источник всех бед на уровне пропаганды и полное его торжество на бытовом уровне. Достать iPhone, например, в Иране не проблема, цены будут сравнимы с российскими. Другое дело, что средняя зарплата у иранцев в разы ниже. Так что если у кого-то iPhone, тут это действительно маркер определенного богатства. Иранцы живут неторопливо. В целом создают впечатление довольно беззаботных людей. Единственное, где они всегда начеку и не упускают своего, это торговля. А она здесь буквально развита в воздухе. Сам Тебриз показался мне одним огромным базаром. То есть там, конечно, есть некий гранд-базар, но и кроме него что-то рыночное можно найти почти везде. Я ходил и недоумевал, а кто вообще тут где работает? Ощущение, что половина города торгует, а половина покупает, а через несколько часов они меняются местами.
На третий день в Табризе вот добрался наконец-то до базара знаменитого табризского. Конечно, огромное место. Прочитал, что он занимает площадь больше 1 миллиона квадратных метров. Основан там, ну, непонятно когда, на Средневековье или раньше даже, может быть, еще в античные времена. Является центром города, внесен в список наследия ЮНЕСКО и организован очень интересно. Тут вот, чтобы что-то купить, надо прям четко знать, куда идти, потому что площади огромные. И вот я сейчас хожу по какой-то такой золотой улице. То есть вот целая улица просто огромная, крытая, где только золото, бесконечно. Такой вариант, сякой. Вот сейчас вот нашел такое место, купол огромный. Вот можно посмотреть. Здесь фонтан. Вот такие вот потолки. И, соответственно, вокруг меня только ювелирные украшения. Это вот как бы такой закоулок. А вообще здесь целые улицы вот этого золота. Одна здесь, другая перекрестная метров 300 в ту сторону. Золото сюда. До этого я шел по улице обуви, то есть зашел куда-то и забрел. Смотрю, везде обувь просто. Тут сандали, кроссовки, ботинки. В общем, вот такие интересные дела. Приехал в Тегеран из Табриза. Вот стою на площади Азади. Позади башня Азади. И сейчас я буду искать жилье. Не знаю, где остановлюсь, не знаю, где буду ночевать. В принципе, это привычный сценарий. Настроение прекрасное, как ни странно. Здесь тепло, гораздо теплее, чем в Табризе. И сейчас буду искать метро, наверное, если оно еще работает. А потом двигаться в самый-самый центр, чтобы там какой-то хостел найти. Очевидно, такой сценарий. Ну, в общем, вот такие дела. Посмотрим, как сбудется. Вчера получилось интересно, ребята, я зашел в кафе, в общем, попросил как-то мне помочь с вызовом такси, потому что у меня нету приложения, вернее, оно есть, но я не могу в нем разобраться, оно на персидском, и ребята такие: да, зачем тебе такси, поехали, мол, с нами, мы тебя отвезем туда. Я еще еду, думаю, ну наверняка же деньги попросят. Ну нет, прям такие: welcome to Iran, все хорошо, брат, давай, удачи. В общем, приехал я в хостел, который планировал, там не было дешевого номера, был только за 22 евро, это дорого для меня по моим бюджетам. И, в общем, пришлось мне просить как-то про другой хостел спрашивать. Тут же ребята помогли, тоже вот позвонили, да, вот есть такой-то хостел, там есть дешевый номер, сейчас мы тебе туда, значит, его закажем и, мол, такси туда вызовем. Вызвали, я приехал, все нормально, переночевал, и сейчас иду в тот хостел, который приехал изначально. Вот. Номер будет стоить где-то, ну, рублей 630-650, что, кстати, для Ирана, в общем-то, как я успел понять, не самая дешевая цена, но, наверное, потому что столица.
кисульки номер 1, кисульки номер 2, 3, 4, 5, кисульки номер 6, кисульки номер 7, номер 8 и кисульки номер 9. Кисульки номер 10, кисульки номер 11 и номер 12. 12 кисулькинов насчитано. Четвертый день в Тегеране. Вот, сейчас наконец добрался до культового места. Американское посольство бывшее, которое штурмовали в 1979 году, как раз в ходе революционных событий. Вот такой вот консервативной исламской революции, 1979 год. И вот, конечно, оно прежде всего известно вот такими знаменитыми граффити здесь на стенах. Сейчас просто пройдусь. Вот, собственно, как бы это примерно то, что иранский вот исламский мир думает о Соединенных Штатах Америки. Ну вот тут как бы довольно известные картинки. Ну, по крайней мере, любые фильмы про Тегеран там на Ютубе изобилуют вот этими картинками. I'm so sorry. Search for some way to negotiate the hostages' freedom. That search was not successful today. In this broadcast, we'll have reports on the diplomatic efforts to resolve the problem and on other aspects of the crisis as well. But we begin now. Kadashemach Tete Mahal Gutaha Nahwait Sibyana. В общем, гулял сейчас по Тегерану. Сегодня погода не очень, дождь идет, гроза бывает. И открылся от дождя, решил зайти в торговый центр какой-то и внезапно обнаружил, что он высотой 11 этажей. Это довольно жутко, на самом деле, никогда не видел такого, но это правда. Зашел сейчас в тегеранское метро на одной из станций, а тут такое одновременно жуткое и, ну, и современное искусство, да. То есть вот что-то такое довольно странное. Сейчас я покажу вам. Вот такие вот статуи.
Ну все, пятый день в Тегеране подходит к началу, к середине. Я еду сейчас на такси на южный терминал, чтобы отправляться в Исфахан. خوشا فصلی که دور از غم همه کشونه و شونه دست و دست سایه و سایه شرفته خونه و خونه خزونه زردی سالم نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چجانن بدو پیشم بدو ای نوشم و نیشم بدو ای آخرین عشقم دوادار دل В общем, по дороге в Исфахан на автобусе познакомился с ребятами. Они такие, ну давай, поехали к нам, что тут в отель там будешь. Короче говоря, вот сейчас приехали к ним домой. Вот их внутренний дворик, вот ребята сами сидят. Накормили каким-то там пловом, ну типа пловом, рисом там. И сейчас, вот как видите, будем курить настоящий персидский кальян. Вот такую замечательную штуку. Соответственно, вот ребята сидят очень милые, персы. И сейчас арбуз, кальян, чай. Вот, пожалуйста. Все это можно здесь наблюдать. Такие дела. Вот ребята сидят. گذشته از جان باید بگذشت از توفان‌ها به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان‌ها که برفروزم آتش ها در کوهستان ها شب سیاه В общем, поспал я тут в персидской семье. Хотел было пойти искать хостел, но меня не отпустили. Говорят, что, куда пошел? Сейчас будет обед. А я проснулся ближе к обеду. И, в общем, обед как бы готовится прямо на наших глазах. То есть вот происходит такое действо. Девушки феном греют угли. Ну, это, мне кажется, уже... То есть, если Россия и русские мужики на 9 мая и на 1 живут еще в 2023, то Иран уже живет в 3023 году, потому что используется непосредственно фен. Вот милые девушки здесь уже готовы с шашлыками. Вот, собственно, мама. Это мама этих девушек. Вот, еще одна. Angel, say something. Она стесняется. Вот брат, да. В общем, вот так тут сидим. Мне тут принесли какой-то замечательный арбузный сок. Очень сладкий, отличный сок, вообще шикарный. Ну, в общем, сейчас покушаем, поедим и... Я не знаю, что я попытаюсь выбраться 3-й раз отсюда. Выпустят меня или нет, это вопрос. А вот пока что можно посмотреть на птичек. Я думаю, что это тоже довольно-таки интересно. Процесс приготовления красоты.
Ну вот я уже 4-й день в Исфахане. Сейчас середина мая, но здесь пока комфортно, на самом деле, где-то 32-31 градус тепла днем. Это вот центральная площадь Исфахана, называется она Накши-Джахан. Вторая, кстати, по территории площадь в мире после пекинской Тяньаньмэнь. Действительно довольно большая. Здесь есть вот мечеть имама, самая крупная в Исфахане, вот она здесь. Такой вот бассейн замечательный, в котором я прогулялся. Короче говоря, довольно комфортно. Хотя если бы не ветер, на самом деле, то здесь бы сейчас было очень жарко. Потому что спрятаться тут практически негде, разве что где-нибудь под кусточком сесть. Вокруг площади такой вот базар разбит. Можно купить различные сувениры, там, не знаю, украшения, посуду, миниатюры, книги, ну что угодно, на любой вкус. В общем, такое прям максимально туристическое место, самый центр иранского Исфахана здесь. Сейчас пришел в мечеть имама. Это самая большая мечеть в Исфахане. И, честно говоря, одна из самых больших, что я видел вообще. Я не то чтобы прям много где-то был, но тем не менее, и это впечатляет действительно. Тут такой масштаб, акустика и вот эти разрисованные стены. Это 17 столетие, Шах Аббас I. Мне повезло, потому что только что здесь были школьники. Целой толпой они орали, шумели, ну, в общем, как любые школьники по всему миру. Сейчас они ушли, и, по-моему, есть вообще один. Как так получилась такая вот пауза, что ли, из туристов. Но это очень круто. Мне повезло. Последняя ночь в Исфахане, середина мая, тепло. Вообще Исфахан прекрасный город на самом деле, но для меня не очень. У меня здесь случилось две таких хреновых ситуации, причем одна наложилась на другую, и в итоге такое мега-комбо плохих новостей. Во-первых, я заболел, сейчас я больной. И, во-вторых, меня здесь обокрали. Ну, или здесь, или в Тегеране, на самом деле, в этом загвоздка, потому что я точно не знаю, где. Я вчера обнаружил, что украли у меня из рюкзака $200, хороший армянский нож, который я покупал в Ереване, микрофоны, поэтому я пишу без них. Там еще по мелочи. Духи хорошие, кстати. И так далее. В общем, ущерб примерно что-то на 24 тысячи где-то получается. Вот. Это либо здесь сделали в
Исфахане, семья, которая меня приютила на первую ночь, хотя я про них не хочу так думать, они милейшие люди, но вот как будто это один из вариантов. Либо это где-то в Тегеране в последний день моего пребывания там. Сейчас гуляю, сейчас 3 час ночи. Вот центральная площадь, Накшаджахан. Прекрасная, огромная в своей прекрасности и прекрасная своей огромностью, короче, как угодно. Вот здесь. Ну, будем как-то все это переживать, двигаться дальше. Что теперь делать? Ну, конечно, первое ощущение было очень херовое, типа, надо как-то все это обратно, в Россию возвращаться, что-то все не клеится, но сейчас что-то погулял, подумал, нет. Ну да, неприятно, крайне неприятно, но деньги еще немного есть, поэтому, в принципе, буду двигаться дальше. Завтра Язд. Вот. В Язде тоже есть что посмотреть. Ну, а потом дальше на юг. تو که بام مهربانی تکه تو که بیم جان فشانی تکه مثل ملائک آسمانی تبو مثل نی شیرین زبانی تکه تو که از عسل شیرین ترری تو که از خدا دیرین ترری وقت خنده از گل زیبات تبو وقت غم از همه غمگین ترری В общем, сейчас приехал в Язд из Исфахана. Наконец-то удалось уехать из этого города. Я там что-то долго пробыл. И много неприятных эмоций получил. Меня там обокрали, судя по всему. Ну и как минимум я заметил там. И заболел я там в Язде сразу. Не отходя от вокзала далеко. Научный горьким опытом. Купил билеты дальше. Правда? Потому что до этого как-то спокойно уезжал. То есть просто надо было там, не знаю, в Тибризе приехать на вокзал, чтобы поехать в Тегеран сразу же, в Тегеране, чтобы сразу уехать в Исфахан без проблем. Вот, а из Исфахана было трудно уехать. Из-за этого я там лишний день пробыл. И вот сейчас я решил сразу в Язде, чтобы потом мне с этим не мудохаться как-то. Взял, купил билет. Тут же завтра уже ночью поеду ночным автобусом в Шираз. Вот, ну а сегодня полдня, вот сейчас, и завтра весь день я пробуду в Язде. Вот, кстати, первый Бадгир знаменитый. Маленький, но первый. باید برانگیزم جن خونین دلم را باید بخندم به ریش ها باید عنق و وقی ریش خند کنند باید بخندم آنقدر تا دلم گیرد آرام تندر صدایم میدرد گوش دنیا پس میخرامم ای شما ظریف و ظرفا که عشق را با کمانچه میخواهید ای شما خشن الخشنا که عشق را با طبل و کمانچه میخواهید سوگند حتی یک نفر نمی‌تواند دوستش یارم بازم تا نماند برام جز رد در رد لب و لب گوش کنید در آنجا در تالار زنی هست از انجمن فرشته های آسمان میگیرد دست مزد Салам. В общем, повезло мне в городе Язд. Я нашел недорогое жилье, при этом достаточно
центральная, то есть вот прямо здесь, на этой центральной площади. Это прям самый центр, как, не знаю, в Кремле заселиться почти. Стоит жилье что-то вроде $5 за ночь, при этом это, ну, отдельная комната с кондиционером, с душем внутри, то есть, ну, просто прекрасно. Еще мне чай сделали, короче говоря, условия шикарные. Вот, сейчас проснулся, собрал вещи, я так на одну ночь заселялся, в принципе. Вот, и сейчас буду завтракать здесь в Язде. Потом я видел, тут все-таки есть ножи местного производства, надо посмотреть, что у них там продается. А потом у меня по плану, по крайней мере, храм зороастризма. Вот, потому что эта религия здесь, ну, собственно, это считается центром этой религии. Здесь центральный храм зороастризма вообще чуть ли не в мире, где горит там неугасимый огонь уже более 1000 лет. А потом, как мне посоветовали, лучше вечером, вот именно на вечер оставить, это башня молчания. Тоже имеет отношение к зороастризму прямое и, соответственно, вот немножко за городом, но как бы это того стоит, если время останется, а потом в 11 автобус. Вот такой, в общем-то, довольно-таки плотный график. Actually making a documentary out of me. Yeah. You can say something. Yeah. Hi, what's up? What's up, man? Yeah. Sasiba. That's So- the only thing. Yeah. I know another word, but it's bad. It's like I thank call you. myself Suka. Suka, yeah. It's I'm one the biggest Russian suka. bad word. Yes. Oh, another. We have samovar in common. Yes. Olivier. Olive. Yes. Olivier That's is true. actually a French man made it. Yes, It's weird absolutely. that- It was and his name. Yeah, it's Olivier, but it has the actual Olivier. They don't make it anymore. It has seafood in it. It's supposed to have seafood. It's supposed to have a thing. This guy I know. He's Yes. I know people around. What else? We have mish, mush, mouse. Mouse you call Yes. mish, right? Yes. We call it mush. Yes, very close. Very Yeah. close. Samovar, Olivier. Samovar is the mush. same Yeah. because I think it came from Russian culture. Okay, yeah. An Iranian thinks samovar is ours. I don't care, whoever it is. So, and the final, what is your name? Oh, I am. This is hilarious. I am Nazgul, but it's delicate flower. I turn into Nazgul, Nazgul. which is delicate monster. Gul means monster, and Gul. it's in Lord of the Rings somehow. 9 of them, they call Nazgul. Okay, I'm thanks Lord so of the much. Ring. Sorry, I talk too much. خیلی باحالی همه به گیر میدن ایول خیلی باحالی Вот, собственно, тот самый зороастрийский храм. Аштахаран его называют персы. И именно в нем хранится священный огонь, который кочевал по Ирану столетиями. И с 1934 года, когда был построен вот этот вот храм, он находится там. То есть там внутри огонь, который, конечно, согласно легенде, да, но тем не менее горит более чем 1500 лет. Это довольно любопытно.
Вот тот самый огонь. 1500 лет. Достойно. Вот купил в въезде сейчас виноградный сок такой красный. В принципе, как бы, ну, с алкоголем тут тяжело, но если немножко подождать, как бы все приходит к тому, кто умеет ждать, да? Черт возьми, Язд просто удивителен. Вот я гуляю просто по улицам, то есть не какой-то вот там комплекс, специально куда-то надо ехать, там, отмеченный на Google картах. Просто стандартная улица в Язде. И вот тут стоят какие-то развалины, которым на вид 3000 лет. Я не знаю, конечно, может быть, им всего пару сотен лет, хотя я думаю, что больше, но просто выглядит это абсолютно аутентично и что-то такое вот действительно из каких-то древних воспоминаний. К сожалению, на юге темнеет очень рано. Как-то я немножко этот факт упустил. В общем, поехал я на такси смотреть знаменитые башни молчания, вот эти вот зороастрийские. И пока мы ехали полчаса по городу на самый край, в общем, тут стемнело. Но, тем не менее, формально она закрыта, я немножечко сейчас типа нарушаю. Но, как бы и ладно. Тут просто идет стена, потом она заканчивается, и просто надпись: пожалуйста, не входите, купите билет. Ну, я бы купил, без проблем, но как бы формально это невозможно. Короче, у меня тут маленький обед. Вот. Получается, это кебаб с рисом. И я не знаю, видно ли здесь со вспышкой, но позади меня башня молчания. Наверное, это не очень гигиенично, учитывая, для чего они были созданы, но я голоден, как бы это первая причина и последняя. Поэтому вот такой странный обед в таком странном месте. Пожалуй, наверное, самое странное. Вот так. Ну, а это вид, собственно, на сам Язд. Приехал вчера с ночным автобусом из Язда. Ехали 6 часов. Вообще не спал. Ну там чуть вообще промерз, там холодно было. А сейчас времени 8 утра. Я не знаю, сколько сейчас градусов, но я уже, весь спалился. Мне кажется, уже градусов 27. А обещают вроде по прогнозу 34 сегодня днем. Ну, как бы в это верится, да. В общем, сейчас тут от вокзала. Иду в центр, будем смотреть какой-нибудь хостел. И первым делом надо душ, а вторым делом надо выспаться. Вот это первые два дела абсолютно. Ну что ж, welcome to Shiraz.
пригласили меня вчера переночевать здесь, в Ширазе, иначе я бы не знаю, что... Ну, скорее всего, я просто бы уехал, я не нашел жилье в течение там нескольких часов, понял, что здесь все загружено на какой-то праздник. Там один номер мне предложили за $30, я такой, ну, нет, спасибо. Вот, короче говоря, пригласили меня в дом, в хороший, кстати, шикарный дом, я там принял душ с удовольствием, я там поел, там поспал, самое главное, потому что до этого ночь не спал. И, в общем, вот сегодня поменял деньги сейчас. Кстати, в Ширазе сегодня шикарная погода, пасмурно, и вроде даже дождик собирается, наверное, будет что-то. Вот, кажется, даже начинается прямо сейчас. И слава богу, потому что, ну, господи, вчера было плюс 33, вот, сегодня я не знаю, но пока более-менее комфортно, даже с рюкзаком. Вот, план сегодня Персеполис, не знаю, как погода позволит, но вот, как бы такие наполеоновские планы. Увидеть древнюю столицу Персии. Ну вот, собственно, я прибыл в Персеполис наконец-то. Вообще, на самом деле, с ним такая история была, что я не понимал, я буду здесь или нет, потому что как-то по времени думал, что после Шираза надо сразу ехать в Бендер-Аббас, хотя, в принципе, это обидно, потому что, ну, здесь расстояние 45-50 километров от Шираза, то есть, ну, я не знаю, на машине довольно быстро, но вот все-таки я тут, позади меня ворота Персеполис массивные такие, сейчас я прохожу через еще одни ворота, и сейчас будем осматриваться, ну, в общем... Вот это то самое, то есть ради чего сюда приезжают, ну, наверное, миллионы туристов каждый год. Вот эти вот древние развалины. В принципе, это, насколько я знаю, держава ахеменидов, то есть это где-то 5 век до нашей эры. То есть этим вещам 2500 лет. Персеполис или Персеполь, то, как греки называли этот город, был столицей при династии ахеменидов, построен в VI веке до нашей эры. В 330-м до нашей эры войска Александра Македонского его разрушили, а знаменитая гетера Таис Афинская даже подожгла один из дворцов города. Вообще комплекс огромный, то есть это не пара зданий, тут действительно целый городок, по которому можно погулять, уйти в дальние уголки, взобраться повыше и посмотреть высеченные в скале храмы или гробницы. Или, например, увидеть колонны медийцев и персов, марширующих прямо в стене. Туристов тут очень много, но это в основном иранцы. Из-за того, что туристов было много всегда, на главных входных воротах теперь высечены надписи о том, кто тут был. Ну, конечно, есть несколько на русском языке. Надписи уже сами стали своего рода культурным наследием, большинству из них больше 100 лет. А вот здесь, на выходе из зала 100 колонн, что-то очень похожее, как будто на социальную структуру общества. То есть вот внизу на то, что все опирается, это, ну, по-видимому, рабы. Или какие-то самые-самые, может быть, простые люди, работники, без имущества. Дальше здесь у нас либо ремесленники, либо воины. Еще выше это у нас вельможи, по-видимому, может быть, какие-то религиозные служители. Дальше идет царь, одинокая фигура царя. И, соответственно, выше всего Ахура-Мазда, бог. Вот мы увидим на самом верху над царством. Ну вот сейчас в такой замечательной семье город Марвадаш. Город Марвадаш, это совсем рядом с Ширазом. Вот после Персеполиса, значит, я тут... Я вчера этих ребят встретил, вот, собственно, в Ширазе. Они такие, поедем к нам. Я такой, сегодня нет, а завтра может быть. Они такие, давай, мы тут в Персеполисе рядом живем, типа, приезжай к нам.
Я такой, ну, может быть. Вот, в общем, сейчас в их доме сидим. Вот тут накрыт такой, как бы сказать, с позволения стол. Ну, это стол, действительно, но он просто как бы на полу. Да. Вот, это город Марвадаш, замечательная семья. И сейчас вот таким образом садимся кушать. Новое утро в новой семье. Переночевал в городке Марвадаш, это примерно 40 километров от Шираза, рядом с Персеполисом. Вот, в такой довольно религиозной, кстати, семье, интересно. Вот, пообщались на разные темы, про религию, про политику, там вообще в целом про все, что угодно, про парней, про девушек. Вот, и, соответственно, сейчас я вот проснулся в такой замечательной комнате, как бы можно видеть вот место, где я спал. Собственно, просто кровать такая чисто, ну, как часто здесь на Востоке домах, просто импровизированная. Просто вот такой вот, собственно, матрасик лежит. Даже не матрасик, а просто свернутая мягкая одежда. Вот мой рюкзак, шляпа. Собственно, вот. Ну и сейчас буду, наверное, завтракать. Не знаю, надо чай попить, у меня еще горло болит до сих пор, никак не пройдет. Вот. И срочно мотать на автостанцию Шираза, брать билеты до Бандер-Аббаса на самый-самый Персидский залив. Такие пироги.